Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня в видео аниме «Грязная парочка. Проект Эдем». Знакомая рожа. Извини. Прекращай меня лапать. Но если я уберу руки, то увижу твою грудь. А ты закрой глаза. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Картина открывается кадрами необычного курорта, созданного где-то над орбитой планеты. Мы наблюдаем, как люди отправляются на местный пляж, кто-то скользит на сноуборде, а кто-то только выбирает, какое развлечение начать первым. В моменте нам показывают, как в кафе заходит девушка в платье китайского стиля. Также мы узнаем, что на дворе 2141 год. Человечество уже давно открыло технологию гиперпрыжков и вовсю покоряет галактику. Уже более 3000 планет имеют собственное правительство. Однако для совершения гиперпрыжков необходим особый материал – визориум. Далее мы переносимся на борт корабля, на котором контрабандисты провозят очередную украденную партию визориума в надежде совершить выгодную сделку. И вот, причалив к станции, контрабандисты встречаются с девушкой в китайском платье. Контрабандисты оценивают товар в 80 миллионов кредитов. Однако девушка возражает, заявляя, что украсть визориум не так сложно, а вот пустить его дальше в ход уже очень большой риск. Поэтому она готова предложить им 18 миллионов кредитов. Контрабандисты, не имея другой возможности для сбыта краденого, соглашаются. Девушка передает сумку с деньгами одному из бандитов, и как только он открывает сумку, срабатывает светошумовой заряд. Девушка оказывается агентом специальной службы 3WA. Она пытается задержать контрабандистов, пока прибудет ее напарница. Однако бандиты не намерены просто так сдаваться. Завязывается перестрелка. В момент перестрелки одному из контрабандистов удается сбежать в ангар и благополучно улететь со станции. В этот же момент прибывает и вторая сотрудница 3WA Юри. Вместе с напарницей она задерживает последнего из бандитов, кто остался на ногах. Однако мужчина все равно не сдается. Он активирует кейс, в котором находится визориум, и бросает в девушек, после чего пытается убежать к кораблю. Но девушки быстро догоняют беглеца и используют его в качестве груши. К сожалению, девушки увлеклись избиением контрабандиста и забывают о кейсе с опасным элементом, в результате чего происходит колоссальный взрыв. Корабль девушек вместе с ними отбрасывается в сторону в открытый космос, а вот станция полностью уничтожается. На следующих кадрах мы переносимся на завод, где из руды как раз выплавляют слитки визориума. В одно мгновение на завод проникают странные существа, внешне немного напоминающие чужого. Эти чужие сразу же атакуют сотрудников завода и похищают слитки визориума. Далее мы переносимся в лабораторию, где старый ученый по имени Уотсман негодует из-за того, что его творение не до конца проходит процесс мутации. Как уже все поняли, чужие – это и есть творение безумного профессора. В лабораторию заходит дворецкий, он предлагает старику отдохнуть и выпить хорошего вина. Однако профессор настолько погружен в работу, что уходит из лаборатории, бормоча что-то себе под нос и даже не замечает дворецкого. Далее мы наблюдаем сцену жаркой дискуссии руководителей двух компаний Эдия и Удас, что занимаются как раз таки добычей и переработкой визориума. В разговоре между конкурентами как раз обсуждается недавнее нападение на экспериментальный завод, принадлежавший компании Удас. Однако довести разговор до конца не получается, ибо на завод Эдии прибывают эксперты и руководитель уходит навстречу. Далее мы встречаем парочку агентов службы 3WA, Кей и Юри, что мы видели в начале картины. Сотрудница Эдии проводит гостям презентацию компании, рассказывая о самом крупном месторождении визориума, который расположен на планете Игерия. Добычу на Игерии, кстати, ведут обе конкурирующие компании. На планете есть даже два города, принадлежащие, соответственно, местным монополистам. Однако основной проблемой являются нападения на заводы компании Удас. Но так как Удас не делится информацией и не допускает к себе экспертов Эдии, руководство решило привлечь к делу сотрудников 3WA, так как полномочий у них явно предостаточно. И вот, пересев на самолет, наши герои отправляются на выполнение очередной загадочной миссии. Прибыв к месту размещения завода, на который напали чужие, герои встречаются с директором компании Удас. Мужчина рассказывает, что это уже второй завод, на который напали монстры. В обеих случаях целью нападения был визориум.
Директор считает, что за нападениями стоит Эдия, чтобы не дать конкурентам разработать новые технологии очистки руды Визориума. В какой-то момент директор задевает балку, что держала остатки очистительных башен, и на героев обрушивается груда металла. Но персонажи картины выбираются из-под завалов и отправляются дальше в путь на поиски истины. Герои прибывают на первый завод Удоса, на который было совершено нападение. Проникнув вовнутрь, герои сталкиваются с кем-то в темноте, но проверив еще раз помещение, героини решают, что им показалось. В моменте они обнаруживают душевую комнату и решают принять ванну. Девушки наслаждаются водными процедурами и ведут разговор о былых приключениях. Однако, как оказывается, на заводе они были не одни. Некто подсматривает за девушками сквозь решетку на потолке. Вот только наблюдающий совершает ошибку. Он опирается об решетку, и в результате чего конструкция не выдерживает, и парень падает прямиком в ванну к Юри. От испуга девушка бьет нежелательного гостя, из-за чего он перелетает в соседнюю ванну Кей. Вторая девушка тоже отвешивает хороший удар, и парнишка улетает в другой край комнаты. Невезучим наблюдателем оказывается тот самый контрабандист, которому удалось сбежать в начале картины. Его зовут Карсон Ди Карсон. Девушки сперва решают, что возможно именно Карсон стоит за нападениями на заводы, однако парень отрицает свою причастность, да и не его это уровень. В момент у Карсона выпадает образец Визориума, однако стоило Кей подобрать образец, как в комнату сквозь пол врывается чужой, да еще и не один, а с приятелями. Герой сперва даже не понимает, что за существо на них напало, но растерянность быстро проходит, и уже спустя секунду они дружненько уклоняются от атак чужих и попутно пытаются отбиваться. Героям удается убить одного монстра, но так как преимущество не на их стороне, они решают поскорее убежать. Спустя минуту погони герои оказываются на краю крыши. В этот момент Карсон понимает, что чужие, возможно, охотятся за Визориумом, поэтому он забирает слиток у Кей и кидает в сторону. Учуяв металл, чужие сразу же накидываются всей толпой на слиток. Карсон, не теряя времени, устраивает переправу на самолет, и несколько ловких движений спустя все трое оказываются на борту самолета и улетают. Далее мы перемещаемся в лабораторию профессора Уотсмана, где он буквально высушивает своего питомца на странном оборудовании, чтобы достать из его организма неизвестный элемент. Тем временем героини решают допросить пойманного контрабандиста, вот только в ответ получают насмешки. Карсон заявляет, что очень удивлен, что двое профессиональных агентов совершенно ничего не знают о том, что происходит на этой планете. К тому же Карсон ставит себя в выгодное положение, ведь убить его девушки не могут, ибо он владеет ценной информацией. Но девушки не лыком шиты и в ответ заявляют, что так как теперь им известно, что Карсон что-то знает, они будут всеми способами пытаться достать из него информацию. И один из способов выставить допрашиваемого в качестве мишени. После нескольких выстрелов Карсон сдается и рассказывает про профессора Уотсмана. Но вот дальше раскрывать подробности контрабандист не намерен, пока стороны не заключат сделку, на что девушки соглашаются, тем более вариантов не так много. После заключения сделки герои отправляются повидать профессора Уотсмана. Прибыв к месту расположения его лаборатории, герои обнаруживают, что лаборатория ограждена защитным полем, и стоит только коснуться защиты, как нарушителя сразу же испепелит заряд энергии. Но бывалый контрабандист находит выход, так как поле покрывает только верхнюю часть склона, ведущего к лаборатории. Карсон решает пройти, можно так сказать, по дну склона, где защитного поля нет. Для этого Карсон использует трубу большого диаметра. Он опускает трубу прямо сквозь защитное поле и пробирается сквозь нее прямиком в нужное место. Тем временем профессор Уотсман увлеченно занят своей работой над созданием очередного существа. Тут же мы замечаем, как в лабораторию проникает Карсон. Профессор уже готовится встретить свое создание и подъезжает к устройству, в котором и создаются его монстры. Шлюз устройства открывается. Помещение наполняется золотистым свечением. Профессор восторженно вглядывается в силуэт, что медленно выходит из устройства. И вот мы можем наблюдать существо, внешне похожее на обычного человека. Однако проходит еще несколько секунд, и существо вдруг начинает сильно мутировать, превращаясь в своих собратьев, что были созданы профессором ранее. После преображения существо вскрикивает и в буквальном смысле испаряется. Огорченный очередной неудачей старик покидает лабораторию, а Карсон, скрытно наблюдавший за всем происходящим, еще несколько секунд неподвижно стоит, мягко говоря, с удивленным видом. Но долго оставаться контрабандист не намерен и отправляется вслед за стариком. Однако по пути Карсона отправляет в нокаут Кей. Девушки, как мы можем наблюдать, тоже обошли защиту и явно хотят
опередить Карсона и поговорить с профессором первыми. Как только девушки убегают, нам сразу же показывают, что контрабандист на самом деле просто притворился, что он без сознания. Далее девушки пробираются в кабинет профессора, где он как раз таки ведет монолог с неким окаменелым кристаллом. Хотя, судя по словам Уотсмана, это вовсе не кристалл, а нечто живое, что давно впало в спячку. Называет профессор это существо Садинго. Мы узнаем из его слов, что задолго до появления людей Садинго были жителями космоса. Питались они, кстати, тяжелыми металлами. Теперь профессор хочет разбудить одного из древних существ. В какой-то момент к девушкам присоединяется и Карсон. Но из-за эффекта неожиданности Кей запаниковала и выхватила пистолет. Карсон же выбил его из ее рук, и чтобы пистолет не упал прямиком на голову старику, Кей решила спрыгнуть вслед за ним. А Юри же успела схватить свою подругу, чтобы она не упала на голову бедному профессору. Однако и сама Юри потеряла равновесие, и ее уже в буквальном смысле за трусы успел поймать Карсон. Герои оказываются в смешном и очень неудобном положении. В это же время мы слышим, как профессор ругается на окаменелость, заявляя, что если Садинго не проснутся, то люди будут использовать их словно топливо и растратят так же, как нефть или уголь. Профессор заявляет, что не сдастся, пока не даст нужного результата, и наконец уезжает на своем специальном устройстве. Герои сразу же отправляются на посадку. Приземлившись, герои начинают спорить по поводу того, кто из них кому мешает выполнять свою работу, после чего спор доходит до того, что своими остротами Карсон злит Кей, и девушка нападает на парня. Однако после нескольких предупреждений контрабандист не выдерживает и отправляет девушку в нокдаун. Карсон говорит, что стоит сосредоточиться на выполнении задания, и уже собирается уходить, как вдруг пол под ногами рассыпается, и герои оказываются в лаборатории, где как раз находятся сотни кристаллов Садинго внутри. И уже через несколько секунд лазер начинает хаотичный запуск пробуждения кристаллов, после чего ожидаемо из кристаллов начали вылупляться чужие. Как оказалось, это профессор запустил компьютер, чтобы он провел случайную мутацию, так сказать, на удачу. Однако в момент профессор замечает, что в лаборатории кто-то ведет драку с его созданиями, и он решает, что это новый вид существ, и с безумной улыбкой отправляется в пункт управления лабораторией. А в это же время наши герои вынуждены отбиваться от наступающих чужих. Старик же запускает систему удаленных клешней и с помощью них избавляется от чужих, кромсая их гигантскими клешнями. Также от клешней не удается уйти Карсону и Кей. Однако Юри повезло больше, и в моменте она понимает, что нужно выключить главный компьютер, поэтому точным выстрелом обрушает всю систему в лаборатории. После погрома Юри выбирается из груды тел чужих и отправляется на поиски напарников. В это же время Кей и Карсон попадают на небольшую платформу, но стоило им прийти в себя, как мощным потоком воздуха их распределяет в разные отсеки. Там героев полностью сканирует компьютер, а старик Уотсман, думая, что ему наконец улыбнулся успех, запускает всю лабораторию целиком, называя это проект Эдем. Мы же наблюдаем, как лаборатория начинает преображаться. Из-под земли выходит на поверхность огромных размеров сооружения. Повсюду струятся потоки энергии, лаборатория трансформируется, а наши герои оказываются подвешенными словно мыши. Уотсман даже взял у них экземпляры ДНК, так как старик полностью поглощен мыслью, что у него наконец удалось пробудить Садинго. В какой-то момент в помещение входит дворецкий профессора и приносит по просьбе старика лучший алкоголь, дабы отпраздновать успех. Но как только дворецкий произносит название вина Шарль де Голль 1945 года, Карсон сразу же меняется в лице, и мы погружаемся в его воспоминания, когда он украл эту самую бутылку, но в моменте, когда он хотел скрыться, его кто-то ограбил. Точнее, ограбил его как раз таки профессор со своим дворецким. С тех пор Карсон искал того, кто его ограбил. Как-никак, эта бутылка стоит 60 миллионов кредитов, и она последняя в своем роде. После мы слышим монолог профессора о том, зачем же он вообще взялся за эту работу, и узнаем, что профессор был одержим идеей создания существа, что будет преемником человека, так как генная инженерия, по его словам, не может до конца улучшить самого человека, однако человек может с помощью генетики создать более развитое и улучшенное существо, что будет жить уже после человечества. Далее профессор Уотсман решает пробудить и остальных Садинго. Он открывает шлюзы хранилища, откуда высыпаются сотни кристаллов, и вместе с ними Юри. Девушка
попала на склад в момент, когда лаборатория начала трансформацию и таким образом добралась до нужного места. В этот момент профессор вставляет сосуд с генным материалом Карсона и Кей в устройство, что подает специальный луч для пробуждения, а после стреляет лучом в груду кристаллов. Однако благодаря удаче луч попадает прямиком по пятой точке Юри, и девушка соответственно выпрыгивает из груды кристаллов и предстает перед профессором. И старик снова думает, что он пробудил очередного Садинго. Но долго радоваться не приходится, и веселью пришел конец. На корабле героев проснулся их питомец, или можно даже сказать член команды, Муги. Разумный питомец, обнаружив, что его напарники в опасности, правил в лабораторию небольшой взлетный модуль. Однако при приземлении в лаборатории модуль повреждает системы компьютера, и лазер для пробуждения чужих начинает стрелять во все стороны. Однако благодаря этому герои тоже смогли освободиться. А мы наблюдаем, как груда кристаллов превращаются в скопище чужих. Правда, благодаря ДНК людей, чужие немного поменяли свою форму, но также остались агрессивными и сразу же нападают на героев, да и на самого профессора. Завязывается хорошая битва. Кей отстреливается от надвигающихся сил противника, но в момент Пол раскалывается и главные герои проваливаются вниз. А Дворецкий в этот момент защищает старика лазерным мечом, разнося чужих по сторонам. Спустя некоторое время из дыры в полу, куда упали герои, пробивается мощный луч бластера, а следом появляются и сами герои в полном боевом облачении, которое им отправил Муги. Теперь пойдет потеха. Девушки отстреливают одного чужого за другим, используя как огнестрел, так и ракетницы. Вся лаборатория наполняется останками чужих и начинает утопать в огне от непрекращающегося огня. Карсон же в это время отправляется в погоню за профессором. Правда, по пути его встречает Дворецкий с лазерной дубинкой, и как результат между мужчинами начинается драка. После череды выпадов и приемов Карсон разрезает внутренний карман Дворецкого, откуда выпадает желанная бутылка вина. Контрабандист ловит бутылку, однако пропускает удар лазерным мечом прямиком в живот. Дворецкий пронзает контрабандиста насквозь. К этому моменту уже прибыли Кей и Юрий, но помешать Дворецкому они не могут. Последний сбегает. Лаборатория же находится в крайне плачевном состоянии и полностью разрушается изнутри. И вот раненый Карсон сидит с бутылкой в руках. Он говорит, что охотился за бутылкой, так как именно благодаря наличию у него в коллекции этого напитка делало его репутацию более весомой, ведь он всегда хотел стать профи. Однако похоже, что это последнее дело мелкого воришки. Карсон просит у девушек одолжить ему оружие, чтобы он смог хотя бы на время остановить наступающих монстров. Героиням он же велит закончить их работу. В это же время мы видим, как чокнутый профессор выводит из шахты свой корабль. Девушки уже направляются к месту старта, но Кей оборачивается напоследок, чтобы увидеть, как Карсон, словно настоящий герой с оружием наперевес в одной руке и с бутылкой вина в другой, встречает толпы надвигающихся монстров. Парень делает несколько жадных глотков вина, а после запускает ракеты. Но несмотря на жертву Карсона, чужие все равно продолжают наступать. И пока Юрий пытался разбомбить вход в шахту, где находится ракета с профессором, Кей, используя лазерный меч, рубит чужих словно капусту. И вот наконец девушки пробивают вход и проникают в шахту запуска. Профессор пытается помешать им с помощью клешней, но Кей ловко отрубает клешни и сбирается в кабину к старику. Она обрубает все провода и заносит лазерный меч над профессором. Старик от страха просит его пощадить. Кей выжидает еще секунду, а после вонзает меч в компьютер. Вся лаборатория взрывается, освещая все вокруг на многие мили и забирая с собой многие тайны. После взрыва мы наблюдаем, как с грустью в глазах Кей смотрит на догорающие останки лаборатории. Однако вот что-то промелькает в дыму. Кей замечает силуэт человека. Проходит еще несколько секунд, и раненый, но живой на своих двоих на свет выходит Карсон. Далее, взяв под стражу профессора и его Дворецкого, герои отбывают с планеты. К сожалению, последний луч преображения в лаборатории не был уничтожен. Более того, из-за случайности луч был запущен, и теперь вся планета Игерия получила облучение, и тысячи или даже миллионы кристаллов ожили и напали на бедных жителей планеты Игерния. И на этом все, дорогие зрители. Мы посмотрели на наш скромный взгляд отличную картину. Будем рады вашим комментариям и отзывам. Вы были на канале Revision. Смотрите только лучшее, цените искусство и до новых встреч.